с сосудами. Она заключается, тибетская медицина объясняет это совершенно с другой стороны. И тибетская медицина объясняет это с позиции определенных токов. Желчи, пневмы, флегмы и ветра. И такое тепло, переизбыток тепла или недостаток тепла может вызывать какие-либо заболевания в организме. И когда есть проблемы, которые связаны со стекловидным телом, когда возникают проблемы, которые связаны с кровеносной системой, с сосудами мозга, коронарными, сосудами сердечными, сосудами где-либо находящимися, они говорят, что человеку, который имеет такую проблему, не хватает жидкости. То есть в человеке не хватает, или в организме не хватает слизи или слизей. Есть ли в этом разум? Я считаю, что есть. Наблюдения, которые у меня есть, они утверждают, что действительно где-то тибетцы со своим каноном медицинской науки были в чем-то правы. И сегодня я хотел бы вам рассказать, каким образом справляться с данными проблемами и как они возникают. Оказывается, у большого количества людей, о чем я раньше уже говорил и на прошлом своем вебинаре говорил, есть проблема. Данная проблема, она, как ни странно, связана с жидкостью. Данная проблема с жидкостью — это когда вы или ваш организм не употребляет и не усваивает жидкость. Какую жидкость? Это любую жидкость, воду и так далее. Определить, усваивается жидкость или не усваивается, практически невозможно. То есть ни измерения диуреза, ни измерения каких-либо почечных проб не может помочь человеку на 100% определить, достаточно ли в организме его жидкости или не хватает ее. Но есть ряд заболеваний, которые приводят к тому, что жидкости недостаточно. Как проявляется, когда вам не хватает воды? То есть как проявляется тот вариант, когда человеку тотально не хватает жидкости, и что с ним происходит? Первое — аллергия. Второе — конъюнктивит. Третье — астма. Четвертое — сахарный диабет второго типа. Пятое — ожирение. Шестое — диарея. Седьмое — холецистит. Восьмое — гастрит. Девятое — может быть сахарный диабет второго типа, я тоже об этом сказал. Это все говорит о том, что вам не хватает жидкости в организме. Какие симптомы появляются в тот момент, когда человеку не хватает жидкости? Первое. Очень хочется досаливать пищу. Прямо невероятно хочется принимать досоленную пищу. То есть первые признаки того, что вам не хватает жидкости в организме, а когда я говорю жидкость, я имею в виду обычную воду, говорит о том, что вам хочется больше подсаливать и добавлять больше соли в пищу. Еще раз хочу сказать, что если не хватает жидкости в организме, это не значит, что вы должны больше принимать жидкости. Вот такая дилемма. И для того, чтобы понимать, где же или каким образом усваивается жидкость в нашем теле, необходимо перейти к небольшому такому, наверное, обучению физиологии или физиологическим процессам, происходящим в нашем организме. А вы знаете, что наш организм, он употребляет жидкость или усваивает жидкость, и это происходит в двух отделах нашей толстой кишки. Это сигмовидный отдел и слепая кишка. Именно в этих отделах толстого кишечника и происходит, как правило, усвоение жидкости. И как только в этих отделах есть свой микробином, микрофлора, и в этих отделах, как правило, находится еще и кислотность определенная. Кислотность должна быть у человека снижена, она не должна быть повышена именно в этом отделе. А теперь, что мешает этим отделам, а я забыл еще артрит сказать, потому что при повышении кислотности как раз в этом отделе появляются глистные инвазии, потому что они любят высокую кислотность. Также появляются еще и заболевания, связанные с чрезмерным усвоением глюкозы. И когда мы хотим соленую пищу, то это, как правило, связано с тем, что
это приводит к ощелачиванию как раз данного отдела данного отдела слепой кишки и сигмовидной кишки, толстого отдела в толстого кишечника. С чем это связано и почему это происходит? Обычно это происходит и зарождается от того, что у человека происходит нервное состояние. Во всем, как правило, виновата психическая наша деятельность, гуморальная деятельность, так как и гуморальная и психическая деятельность, они между собой связаны. И как же это происходит? Рассказываю. Когда человек начинает переживать, внезапно переживать, то это может повлиять на выделение соляной кислоты в ваш желудок. Как правило, верхний отдел вашего желудка, он связан с тем, чтобы там была повышенная кислотность. Но из-за того, что повышенная кислотность, она является частым проявляющимся компонентом в тот момент, когда человек начинает реагировать на стрессы, и у него выделяется соляная кислота, со временем количество выделяемой соляной кислоты уменьшается. И когда эта соляная кислота уменьшается, она еще может уменьшаться за счет того, что человек голодает, очень любит сладкую пищу, специально делает очень длительные перерывы между приемом пищи, пьет очень большое количество жидкости, как ни странно, просто так, натощак, особенно в первой половине дня. Это все приводит к тому, что снижается кислотность верхнего отдела вашего желудка. Когда в верхнем отделе снижается кислотность желудка, то пища недостаточно ферментируется и попадает в нижний отдел вашего желудка, где должен происходить ферментация пепсином и трипсином. Пепсин является веществом, которое сбраживает молочные продукты, в тот момент как трипсин является веществом, которое расщепляет белки. И первый и второй фермент являются белками, синтезирующимися нашей поджелудочной железой. И в момент, когда они должны попасть в ваш нижний отдел вашего желудка, то верхняя соляная кислота, она должна быть уже нейтрализована. Но она проникает в нижний отдел, и происходит процесс снижения действия на пепсин и трипсин. В итоге это приводит к тому, что у человека появляется уменьшение употребления и усвоения белков, которые в дальнейшем могут проявиться в том, что у человека появляется ригидность мышечной мускулатуры. И мы очень часто видим появление целлюлита. Второе. Очень часто на этом фоне у человека может появляться диарея, так как неусвоение и нерасщепление молочных продуктов, неусвоение и нерасщепление белков приводит к тому, что пища не сваривается и начинает бродить, так как высококислотная пища очень часто приводит к бродению, к брожению, доказательства. Дрожжи, они формируются и активно живут под воздействием кислот. Далее, любые бак-посевы, когда нам необходимо бактерию очень быстро вырасти, или проявить, или сформировать, или создать колонию, мы обязательно добавляем кислую среду. Это обязательное условие. В случае, если кислой среды много, то злокачественная микрофлора начинает свою активность, какая-то злокачественная, нарушая наш, в общем-то, основной пробиом нашего микрофлоры, нашего желудочно-кишечного тракта. И появляются дополнительно бактерии, и появляются изменения микрофлоры, появляются бактерии протея, появляется стафилококк, появляется стриптококк, энтеровирусные заболевания могут появиться, если есть инфекция, могут появиться энтероколи и так далее, что в дальнейшем приводит к тому, что у человека хронически появляется несварение. И это несварение в дальнейшем приводит и к ожирению, и к повышению гликированного гемоглобина, и к формированию заболевания сахарный диабет второго типа, и к гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, и к холециститу, и к дискинезии желчных протоков, и к заболеванию жировая дисплазия печени, и к панкреатиту и так далее. И я считаю, что в большинстве своем
Очень мощно это влияет еще и на сосудистую картину, так как недостаточность жидкости, согласно тибетской медицине, влияет на общую сосудистую картину, уменьшая эластичность сосудов и так далее. Объяснение этому тоже есть. И, конечно же, можно сказать, что центральная нервная система активирует процесс эндокринной системы, или гуморальной по-другому. И, конечно же, воздействовать, если мы, допустим, мгновенно успокоимся, чего никогда не произойдет, так как центральная нервная система — это набор рефлексов, которые формируются на протяжении абсолютно всей жизни человека. И очень часто те рефлексы, которые, или ростки тех рефлексов, которые были вами были сформированы в чрезвычайно раннем возрасте, в возрасте там 7-8, а вам уже 40, 50, 60, то повлиять каким-то образом на эти рефлексы невозможно. То есть если вы реагируете или ваша эндокринная система реагирует на то, чтобы выделять большое количество соляной кислоты, то вы ничего не сможете сделать. Вы никак не можете на это повлиять при помощи медитации или при помощи спокойствия. При помощи чего-либо это сделать невозможно. И что может прийти на помощь? Мы должны знать, что в случае, если есть какие-либо проблемы, которые связаны с сосудами, с ожирением, сахарным диабетом, панкреатитом, печенью, селезенкой, кровеобразующим органом, и даже почками в виде мочекаменного заболевания, заболеваниями сосудов, такими как окклюзия, стеноз, заболеваниями позвоночника. Это все является проблемой, которая связана с кишечником. Вы знаете, что если правильно лечить кишечник, то, скорее всего, такие заболевания, как заболевания центральной нервной системы, допустим, эпилепсия и эписиндром, можно тоже преодолеть. Какую самую основную аминокислоту мы не усваиваем, если у нас нет пепсина? Самая основная аминокислота, которую мы не усваиваем и не вырабатываем, является кислотой аргинин. Именно аргинин является той аминокислотой, которая является вазодилататором и занимается вазодилатацией, то есть расширением сосудов. Именно поэтому в случае, если есть повышенная кислотность нижнего отдела желудка, то в дальнейшем процесс вазодилатации уменьшается и происходит занос сосудов, повреждение интимы сосуда и в дальнейшем образование бляшки. И в дальнейшем появление такого закальцинированного кольца, либо появление фиброза и в дальнейшем некроза этой ткани, либо формирование в дальнейшем еще и холестериновых бляшек, как это модно сейчас называть. Кстати, холестериновые бляшки являются тоже разновидностью недостаточности употребления, как ни странно, жидкости. На самом деле это неправильное понятие недостаточность употребления жидкости. Правильное понятие недостаточность усвоения употребляемой жидкости, так как многим людям достаточно той жидкости, которую вы употребляете на протяжении дня, так как жидкость может усваиваться из продуктов питания, которыми являются овощи, супы, соки, чай и так далее. Жидкость, несмотря ни на что, она все равно будет повышать ваш креатинин и будет влиять на то, усваивается эта жидкость или не усваивается, и впитываться теми отделами толстой кишки, о которой я говорил в начале. Именно поэтому я все время призываю вас начинать правильно лечение следующим образом. Чем бы вы ни болели, начинайте правильно лечиться. С чего необходимо начинать? Запомните, начинать необходимо с энтеросорбентов. Энтеросорбенты. Какие энтеросорбенты представлены мной в моей компании? Начну с хитов или самых лучших. Самым лучшим и самым максимальным и самым мощным энтеросорбентом в моей компании является мощнейший мой препарат, который называется Силокс. Силокс. Данный препарат является мощнейшим энтеросорбентом, является препаратом, который способен устранять и восстанавливать микрофлору желудка, микрофлору двенадцатиперстной кишки и микрофлору нашего толстого кишечника, толстой кишки и отделов толстого кишечника. Именно поэтому я все время говорю, начинайте с сорбентов. Как их принимать? Смотрите, первое. Возьмите сорбент Силокс,
принимайте его по 1-2 таблетки 2-3 или более раз. Это совершенно безопасно. Запивайте его большим количеством воды. Сколько? На 1 таблетку полстакана воды. Второе. Обязательно принимайте второй сорбент, который называется каолин. Каким образом его принимать? Скоро он, кстати, выйдет в жидком виде. Принимайте его сейчас, пока он в порошкеобразном. 1 чайная ложка на 1 стакан воды. Зачем? Каолин влияет на слизистую оболочку вашего желудка, сорбирует металлы, токсические вещества, нитраты, сорбаты. Также приводит к тому, что часть слизистой оболочки полностью восстанавливается. Для чего это нам необходимо? Слизистая оболочка нашего желудка и часть слизистой оболочки 12-перстной кишки участвуют в устранении и выведении оксалатов. 60% оксалатов в нашем организме выводится через почки, и 40% выводится через как раз эти отделы. Выводятся при помощи, отделов нашего желудка и нашей 12-перстной кишки. И, конечно же, в случае, если происходит сбой, повышенная кислотность желудка, происходит сбой и слизистая не может справиться с этим, то происходит формирование дополнительных оксалатов, которые не выводятся через желудочно-кишечный тракт и вторично проникают через отделы толстой кишки нам в кровь, что усиливает деятельность и воздействие на наши почки, что категорически влияет в дальнейшем на то, что у вас появляется мочекаменная болезнь. Именно поэтому в случае, если у вас появляется мочекаменная болезнь, это говорит о том, что нижний отдел вашего желудка имеет повышенную кислотность и там не хватает пепсина. Кто виноват? Виновата микрофлора вашего желудка, микрофлора желудочно-кишечного тракта, которая также виновата отсутствие пепсина и отсутствие правильного лечения. Итак, первый сорбент силокс, второй сорбент каолин, 1 чайная ложка на 2 стакана воды, выпивать по 1 стакану 2 раза в день. Третье, восстановление рефлекторных гуморальных функций поджелудочной железы, влияние на сократительную рефлексию сфинктера Оди, влияние на илиоцикальный клапан, влияние на диафрагмальный отдел желудка. Такое уникальное влияние может иметь мой препарат, который называется экстракт железняка. Также экстракт железняка является мощнейшим ферментом, который может способствовать к быстрому усвоению и пищеварению и улучшению качества усвоения жидкости. Четвертое, препарат, который называется пепсин, один из самых главных препаратов, который просто необходим нашему желудку. Снижается пепсин, повышается трипсин. Если трипсин повышается, то появляется язва в нижнем отделе желудка. В случае, если почему? Пепсин контролирует формирование трипсина. Именно поэтому пепсина должно быть всегда больше, чем самого трипсина. Именно поэтому я очень рекомендую использовать препарат пепсин компании «Тибетская формула» при лечении желудочно-кишечного тракта, конкретно желудка. Следующее, мурамидаза или по-другому лизоцим. Его можно принимать в нашем препарате лизоцим экстра, принимать по 1 или 2 таблетки 2-3 раза в день. И это не все. В это время очень хорошо принимать обычную воду. На 1 литр или более литров воды принимать четверть чайной ложки соли и 1 чайная ложка соды поваренной. А это еще зачем? Мы таким образом приводим к тому, что у нас в отделе толстой кишки появляется щелочная реакция, что приведет к снижению агрессивного влияния аллергенов, к очищению крови, к уменьшению, к улучшению водного обмена и к устранению формирования мочекаменной болезни.
Вот с этого цикла, как ни странно, и нужно начинать лечение. И дальше самое смешное – сосудов. Человек говорит, я хочу сосуды полечить, какой мне препарат? Ну нет, никакой. Не может быть препарата, который вылечит вам сосуд. Слизистую оболочку глаза хочу полечить. Какой мне препарат? Нет препарата, который может полечить слизистую оболочку глаза. Вернее, препараты могут любые полечить, но так, местно, локально. А так, чтобы полечить все заболевание или весь организм, нужно знать, где же находится первопричина. И как ни странно, она находится в желудочно-кишечном тракте. Эта первопричина, это наш желудочно-кишечный тракт. Хотим мы этого или нет, нам придется с этим смириться. И далее. Человек говорит, Андрей Андреевич, ну с этим все понятно. А если у меня, я забыл, в случае, если вы принимаете 1 неделю эти препараты и хотите лечить сосуды, то вам необходимо добавить к этим препаратам аргинин, мой препарат в виде порошка. Аргинин по 1 чайной ложке на 1 стакан воды 1 раз в день. Аргинин аминокислота, которая может помочь справиться с проблемами разрушения интима сосудов, разрушения, отсутствия тонуса мышц вен или венозного оттока. Также великолепно справляется с появляющимися бляшками в коронарных сосудах. Даже замечено лечение, сейчас уже есть такие исследования, которые прям на 100% доказывают, что применение высоких дозировок аргинина или L-аргинина помогает справиться и улучшить терапию лечения заболевания Альцгеймера и Паркинсона. Наряду с препаратами Бикса или Мамантина очень рекомендуют использовать еще большие концентрации использования L-аргинина.